Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Скажите, а что вы делаете с маленькими кусочками тканей? Периодически можно пересматривать остатки и готовить квадратики 6 на 6 сантиметров. А когда их накопится много, то уже можно приступать к творчеству. Для техники работы акварель хорошо подойдут ткани с крупным рисунком. Замечательно, если есть лоскутки с изображением цветов и растительных элементов. Для начала определимся с размером картины. Пусть будет раскладка 14 на 16 квадратиков. Сначала выложим верхний край из темно-синих тканей, затем заполним углы. У меня не очень много места, поэтому раскладку будем делать по четвертинкам. 7 на 8 квадратиков. Угол темно-синий, с постепенным переходом в более светлый, а затем к противоположному углу уходим в красные цвета. По нашему замыслу в центре картины будет букет из красных цветов. Стараемся и ткани подбирать подходящие. Чтобы нам не мешали эти кусочки, их можно собирать на листах плотного картона. По такому же принципу собираем и вторую часть картины, а затем делаем раскладку для нижней части. Внизу углы будут темно-коричневые, а ближе к центру обозначим темную вазу, зелень листьев и яркие цветы. Теперь главный вопрос. Как это быстро сшить? Все просто. Шьем вертикальными рядами. Соединяем попарно детали из первой и второй колонки, прошиваем сразу весь ряд, одну деталь за другой. Нитки не обрываем, никаких промежутков не делаем. Отшитые гирлянды разворачиваем, детали расправляем и сшиваем между собой. Главное не запутаться в раскладке. Смотрите, какая интересная конструкция у нас получается. Все детали держатся на нитках, на соединительных швах. Все швы надо тщательно проутюжить, а затем прошить по горизонтали. При этом следите за тем, чтобы в соседних рядах швы были направлены в разные стороны. После этого детали надо тщательно проутюжить. Таким образом мы готовим и все остальные блоки. А дальше мы их все соединяем в одно полотно. Но и это еще не все. Нужна рамка. Размер работы получился 83 на 89 сантиметров. Сначала обошьем полосками темной ткани шириной 6 сантиметров, потом светлой шириной 5 сантиметров, а закончим широкими краями темной тканью. Готовый лоскутный верх соединим с термостежкой. Конечно, можно делать и классический вариант сэндвича с утеплителем и бэком. Заколем все слои английскими булавками для квилтинга, они изогнутой формы. А дальше уже перейдем к стежке. Самый главный секрет кроется в приставном столике. Надо, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Стежку делаем прямыми линиями в шов, но строчку поставим декоративную, зигзаг в 3 прокола. Так легче прошивать толстое полотно. Работу начинаем с центральной линии.
Прошиваем до конца, нитки отрезаем. Следующий шов начинаем тоже с верхнего края. Когда прошили в одном направлении, начинаем работать в другом. Все полотно делим на квадратики. И в конце прошиваем по периметру, обрисовываем контур рамки. Когда все готово, подравниваем края и отрезаем все лишнее, а край обработаем бейкой, прямой полоской ткани шириной 4 см. Как это сделать правильно, постоянно рассказываю и показываю в своих видео. Сначала пришиваем бейку к лицевой стороне. Потом отворачиваем на другую сторону, дважды подгибаем и прошиваем. И получилась у нас настоящая картина. На обратную сторону я пришила петли, поэтому ее можно вешать на стену как панно. Конечно, изображение немного условное, но это дает простор фантазии, ведь при желании этот букет можно дополнить цветочной аппликацией. Девочки дорогие, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь на все мои соцсети. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Всем пока-пока и до скорых встреч. С вами была Полина.